Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Потомки Сталина. Кто они и где живут сейчас?». Вождь советских народов 2 раза был в официальном браке, и у него родилось 3 детей, продолжателей рода Джугашвили. Вне зависимости от личной судьбы и отношений со своим отцом, дети Сталина пополняли семью потомством. Сталинское семейство, включая внуков и правнуков, насчитывает 32 потомка, которые ходили и ходят по нашей планете. Можно ли гордиться Иосифу Виссарионовичу тем, какое генетическое наследие он оставил? Давайте посмотрим, как сложилась судьба его детей, внуков и правнуков. Сын Сталина Яков Джугашвили и его потомки. Яков родился от первого брака Иосифа Виссарионовича. Его матерью была Екатерина Сванидзе. Отца мальчик впервые увидел только в 14 лет, когда приехал в Москву. Они так и не стали по-настоящему близкими людьми. Яков стеснялся отца и его новой жены Надежды, а Иосиф не стремился наладить отношения с сыном. А когда 18-летний Яков решил жениться на девушке, которую он полюбил, отец выразил свое неодобрение настолько резко, что парень просто не выдержал этого. Яков попытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив прямо себе в грудь. Однако ему повезло, выжил. Сталин же, узнав, что натворил его первенец, сказал, пусть, мол, делает, что хочет. И с тех пор общение между отцом и сыном сошло на нет. Яков все же женился на 16-летней Зое, но у них не получилось нормальной семейной жизни. В браке родилась девочка, которая умерла, еще будучи младенцем. После этого Зоя развелась с Яковом. Юдивь или Юлия Мельцер стала второй женой Якова в 1936 году. В 1938 у них появилась дочка Галина. Когда началась война, старший сын Сталина ушел на фронт. Но ему не суждено было долго воевать. Уже в июле 1941 он попал в немецкий плен. 2 долгих года Яков промучился в гитлеровских лагерях. Немцы предлагали Сталину обменять сына на высокопоставленного немецкого военного, но вождь отказал. По некоторым данным, в 1943 году Яков, находясь в лагере Заксенхаузен, услышал по радио речь отца. Сталин говорил, что в плену у немцев нет советских бойцов, есть только предатели, и его сын не может быть в плену. И у него вообще нет теперь сына по имени Яков. Эти слова отца Яков воспринял буквально. В тот же день кинулся на колючую проволоку, которая находилась под высоким напряжением, и погиб. Внук Сталина Евгений Джугашвили. Помимо Галины у Якова был еще внебрачный сын, который родился до свадьбы с Юлией Мельцер. Ольга Голышева и Яков Джугашвили встречались более 5 лет, но так и не заключили брак. Узнав, что Яков встречается с Юлией, Ольга уехала в родной Урюпинск, где родила сына. Яков не сразу узнал, что у него появился ребенок. Мальчик поначалу был записан под фамилией матери – Голышев. Только через 2 года ему переправили свидетельство о рождении, вписав имя отца и изменив фамилию. Евгений очень гордился, что его дедом был Сталин. Он закончил военную академию, потом еще одну, занимался политикой, стал видным общественным деятелем в Грузии и в России. Ярый сталинист, идейный наследник Иосифа Виссарионовича, Евгений создал Компартию в Грузии. Именно он отстаивал честь своего деда в то время, когда развенчивали культ личности вождя народов, когда успехи Сталина перестали принимать во внимание. Умер Евгений Яковлевич в декабре 2016 года. Он оставил после себя 2 сыновей – Виссариона и Якова. Они тоже поддерживали отца и прадеда. Правнук Сталина Виссарион Джугашвили. Виссарион Евгеньевич родился в 1965 году в Тбилиси и после развала Союза хотел там остаться. Но выяснилось, что не все рады тому, что в Грузии живет родственник Сталина. В 2002 году Виссарион был избит местными националистами. После этого семья уехала в США, попросив там политическое убежище. Виссарион связал свою жизнь с кино, он режиссер. У него тоже родилось 2 сына. Старший назван в честь прапрадеда, став его полным тезкой – Иосифом Виссарионовичем. Иосиф выбрал музыку, он работает дирижером. Младшего сына Виссариона зовут Василий, но про его жизнь известно немного. Правнук Сталина Яков Джугашвили. Яков Евгеньевич родился в 1972 году, имеет грузинское гражданство, но постоянно живет в Москве. Он стал художником, получив образование в шотландском городе Глазго. Яков первую выставку провел в Англии, а потом выставлял свои работы по всему миру. Хоть он и всячески подчеркивает свое родство со Сталиным, но во многом имеет западные взгляды. Например, свою дочь Яков Евгеньевич назвал Ольгой Екатериной. Внучка Сталина Галина Джугашвили.
Галина – законная дочь Якова и Юлии Мельцер, унаследовала от деда прекрасные литературные способности. Она поступила на филологический факультет МГУ и занималась литературой. Еще в студенческие годы Галина вышла замуж за своего однокурсника-иностранца. Хусейн бен Саади был из Алжира и не мог постоянно проживать со своей семьей, но часто приезжал в СССР. Галина родила сына, назвав его Селимом. Мальчик с рождения был слабеньким, имел плохое здоровье, и Галине пришлось посвятить сыну всю жизнь. Никакими сталинскими привилегиями Галина не пользовалась. Правда, ей досталась от матери трехкомнатная квартира в Москве, но особого достатка не было. Галина вступила в союз писателей, писала хорошие и задушевные рассказы. Именно она провела тщательное расследование судьбы своего отца за те 2 года, пока он был в плену. Многие считали, что Яков был предателем, и его дочь решила внести ясность в этот вопрос. К сожалению, свои труды Галина не успела воплотить в книгу. Она заболела и в 2006 году умерла от онкологии. Правнук Сталина Селим бен Саади. Сын Галины хотел стать художником. Селим хорошо рисовал, но из-за слабого здоровья начались проблемы со зрением. Рисование пришлось забросить. Одно время он трудился подсобным рабочим в магазине продуктов «Седьмой континент», потом курьером в Госархиве. Селим иногда появлялся на телеэкранах, в ток-шоу, жалуясь на свою не очень счастливую судьбу. Сын Василий Сталин и его потомки. Василия считают эдаким мажором в семье Сталина. Ему много позволялось, и Василий рано полюбил веселые гулянки и спиртное. Окончив школу, поступил в летное училище, но так и не закончил из-за губительного пристрастия. Когда началась война, он тоже рвался на фронт, но Сталин запретил младшему сыну участвовать в сражениях. Но Василий все-таки успел сделать 27 боевых вылетов и сбить 1 истребитель врага. В его биографии это можно считать самой достойной страницей. Однако в целом Василий вел жизнь весьма разгульную, часто попадал в скандалы. Он был женат 2 раза. Первый брак с Галиной Бурдонской увенчался рождением 2 детей – Александра и Надежды. Но отношения с Бурдонской продлились всего 4 года. Василий сам ушел от супруги, забрав детей и запретив ей приближаться к ним. Лишь спустя 8 лет Галина добилась воссоединения с дочкой и сыном. А Василий очень быстро женился на дочери маршала Тимошенко Екатерине. Она родила ему еще 2 детей – Светлану и Василия. А вот к пасынку и падчерице относилась весьма жестко, и это очень повлияло на отношения между детьми Василия Сталина. Он же снова развелся и официально больше не женился, хотя и жил с разными женщинами. Когда умер Иосиф Сталин, его младшего сына сразу же арестовали и осудили за растрату госимущества. Остальное время своей жизни Василий провел в тюрьмах и под наблюдением КГБ. В итоге он умер в Казани в 1962 году от алкогольной интоксикации. Внук Сталина Александр Бурдонский. Александр был старшим сыном Василия Сталина. Сначала он носил фамилию отца – Сталин, но в зрелом возрасте взял фамилию матери, став Бурдонским, так как резко осуждал политику деда. Многие его знакомые и коллеги даже не подозревали, что рядом с ними внук вождя народов. Александр стал режиссером, много лет проработал в театре российской армии. Личная жизнь не задалась, женился, потом развелся и больше не захотел вступать в брачные узы. Детей у него тоже не было. Александр Васильевич умер в 2017 году. Внучка Сталина Надежда Сталина. А вот сестра Александра, вторая дочь Василия, наоборот, таким родством очень гордилась. После замужества она даже оставила фамилию отца. Правда, из-за этой фамилии Надежду отчислили с курсов актерского мастерства, куда она поступала. Так и не добившись ничего хорошего в своей жизни, Надежда умерла в возрасте 56 лет от чрезмерного увлечения алкоголем, в точности как ее отец. По этой же причине Александр старался поменьше общаться со своей сестрой. У нее родилась единственная дочь Анастасия, но как сложилась судьба этой правнучки Сталина, нет достоверной информации. Внук Сталина Василий Сталин. Судьба Василия-младшего, любимого сына Екатерины Тимошенко, тоже сложилась весьма трагично. Мать отправила его учиться в Грузию, когда шло разоблачение культа Сталина. Там он пристрастился к запрещенным веществам. Парню было 23 года, когда он сам выстрелил в себя из ружья в состоянии наркотического опьянения. Внучка Сталина Светлана Сталина. Светлана появилась на свет со сложностями и в детстве часто болела, вела себя неадекватно. Позднее врачи поставили диагноз – расстройство психики. Должный уход за своей дочерью Екатерина Тимошенко обеспечить не смогла. К тому же после смерти сына мать так сильно переживала, что впору было ухаживать за ней самой. В итоге Светлана жила практически одна и, забытая всеми, одиноко скончалась в 43 года. Дочь Сталина Светлана и ее наследники. У Светланы, самой любимой дочки Сталина, было 5 браков и родилось 3 детей. Но она не брала фамилии мужей и отца, до переезда в США оставаясь Аллилуевой по фамилии матери.
Сначала Светлана была замужем за Григорием Морозовым и от него родила сына Иосифа. Затем вышла по настоянию отца за Юрия Жданова. Он усыновил Иосифа, и в этом браке родилась дочь Екатерина. Светлана мало времени посвящала своим детям. Ей было всегда скучно. Она занималась личной жизнью, а дети остались на попечении няни. В 1966 году Светлана уехала сначала в Индию, а оттуда в Америку, по факту бросив своих детей. И они этого простить не смогли. Когда Светлана вернулась в Россию, уже во времена Горбачева, Иосиф просто закрыл дверь перед носом матери и сводной сестры. Последним мужем Светланы был Уильям Питерс, но и с ним она развелась. Одна воспитывала младшую Ольгу. Любимая дочь советского вождя умерла в 2011 году в Штатах, в пансионате для престарелых. Внук Сталина Иосиф Аллилуев. В 1950-е годы Иосиф не пожелал более оставаться Ждановым и взял фамилию матери и отчество своего родного отца, Григория Морозова. Иосиф Григорьевич выучился на врача, стал известным кардиологом. Женат был дважды, но наследник появился только в первом браке. Это сын Илья Иосифович Аллилуев. Иосиф так до конца жизни не смог простить предательство матери, бросившей его и сестру. Он умер в 2008 году из-за инсульта. Внучка Сталина Екатерина Жданова. Екатерина Юрьевна получила профессию вулканолога. После завершения учебы сразу же уехала на Камчатку изучать вулканические процессы. Там же она вышла замуж и родила дочь Анну. В том городе, где они живут, мало кто знает о том, что Екатерина – внучка Сталина, и ей не хочется об этом говорить. Когда Светлана приезжала в СССР, Екатерина об этом даже не знала. Про свою мать она старается не вспоминать и с журналистами общается только на темы ее профессии. Правнучка Сталина Анна Князева. Анна вышла замуж. Ее муж военный, они проживают там же, на Камчатке, и растят двух праправнуков Иосифа Сталина. Больше про семью ничего не известно. Внучка Сталина Крис Эванс, самая младшая дочь Светланы, при рождении названная Ольгой и переименовавшая себя в Крис, живет в городе Портленд. Она владеет небольшим магазинчиком, занимаясь продажей подержанной одежды. Ольга выходила замуж, но быстро развелась, утверждая, что свобода важнее. Естественно, при таких убеждениях детей у нее не появилось. Когда умерла Светлана, в социальных сетях появились весьма эпатажные фотографии Крис, и она дала несколько интервью, в которых говорила о родстве со Сталиным. Но к знаменитому деду американка относится с негативом. Русских не любит, зато обожает алкоголь и наркотики. Слава богу, что Крис идет уже 6-й десяток, и эта ветвь потомков вождя так и останется тупиковой. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.